Приветствую всех гостей и подписчиков нашего канала. Наше видео сегодня будет опять о поливе. Почему о поливе? Ну, потому что поступает очень много вопросов в нашей группе Telegram от новых участников, да и старые иногда задают. И эта тема как бы нескончаема. Поэтому мы решили еще раз снять небольшой ролик и рассказать о поливочной воде, ее температуре, ну и других свойствах, ну и в принципе как поливать. Вот. Наше видео сегодня пройдет немножко в другом формате, так как Лариса не смогла принять участие в съемке этого ролика, поэтому комментировать буду я. Зовут меня Сергей, многие знают меня заочно по группе в Telegram, поэтому, думаю, сюрпризом это ни для кого не будет. Итак, начнем. Наиболее оптимальным вариантом для полива антуриумов будет использование дождевой воды. Многие известные компании по выращиванию антуриумов, такие как Антура, к примеру, тоже используют для поливов дождевую воду. Но, естественно, она не хранится у них ни в баклажках, ни в стекляшках и в других там емкостях, а хранится под открытым воздухом в больших бассейнах. Там своя технология по очистке, мы ее касаться не будем, а разберем лишь тот момент, который касается нас обычных световодов, то есть как хранить ее и как заготавливать. С конца осени, когда, например, у нас в Приморском крае идут дожди, я начинаю заготавливать дождевую воду на зиму, чтобы хватило ее до весенних дождей. Вот. Собираю ее в такие вот баклажки, 5-литровые, 10-литровые. Они удобные для сбора, в принципе, и для хранения тоже, для транспортировки. Вот. Собрав эту воду, я опускаю ее в погреб, потому что для длительного хранения необходимы два условия. Это темнота и прохлада. При этих условиях не развиваются бактерии, всевозможные вредные, и не портится вода. То есть она может храниться очень долго, до самой глубокой весны. Вот. Ну, помимо дождевой воды, если у вас нет возможности заготавливать дождевую воду, вот, вы можете использовать воду из-под фильтра обратного осмоса или дистиллированную воду. Конечно, лучше все-таки дождевая, но если нет такой возможности готовить ее, поэтому можно использовать эти другие воды. Это дистиллированная из-под фильтра обратного осмоса. Все эти воды имеют слабокислую реакцию, то есть pH от 4,5 до 5 и нулевую жесткость. Это самый оптимальный вариант для полива антуриумов. То есть мы никогда этой водой не защелочим грунт. И антуриумы любят слабокисленькую воду для полива. Вот. Но есть в этой воде и недостаток. В ней нет совершенно кальция. То есть кальций там фактически отсутствует. Поэтому, чтобы убрать этот недостаток, мы можем добавлять или процентов 10-20 воды из-под крана. То есть это жесткой нашей воды из-под крана. А также можем вносить кальциевую селитру периодически. Это примерно раз в 2-3 месяца небольшими порциями. Но этот процесс описан на сайте у нас и в других видео есть. Можно посмотреть, ознакомиться. В принципе, ничего сложного в этом нет. Сейчас мы поговорим о температуре поливочной воды. Это очень важный момент выращивания антуриумов. Ведь температура в прикорневой зоне, от температуры в прикорневой зоне зависит и развитие, рост наших антуриумов. Вообще в прикорневой зоне нежелательны любые колебания температуры. Поэтому мы всегда рекомендуем двойные горшки. Вот такие вот. Где колебания температуры сведены к минимуму. Вот. Итак, температура поливочной воды. Давайте посмотрим. У нас сейчас в квартире 26 градусов. Это дождевая вода. Я налил его в мерный стаканчик. Теперь, чтобы замерить температуру этой воды, пустили сюда термометр. Давайте посмотрим, какая температура у воды, хранящейся в комнате при температуре 26 градусов. Так, сейчас я гляну сам. 24 градуса. Не знаю, видно вам будет, не видно, но поверьте на слово, это так. 24 градуса. То есть вода, хранящаяся при комнатной температуре 26 градусов, имеет температуру 24 градуса. Поливая такой водой, мы обязательно переохладим корневую систему. А это может сказаться
как и на самой корневой системе, так и на листьях в виде пожелтения, пятен коричневых, черных, напоминающих пятна, которые случаются при заливе. Что мы делаем сейчас? Вот у нас, например, в мерном стаканчике 800 мл дождевой воды. Я сейчас сюда добавлю горячей воды кипяченой из потера. Там температура 90 градусов. И мы дальше замеряем, какая температура окажется в этом мерном стакане. Ну вот, мы дополнили наш мерный стакан до 1 литра воды, долив сюда 200 мл кипяченой горячей воды из потера, градусов 90. Проверяем температуру. Температура у нас 33 градуса получилось. Смотрим. Вот, 33 градуса. Но эта температура великовата, конечно. Вообще, для полива надо использовать температуру где-то на 2-3 градуса выше, чем комнатная температура. То есть, если, например, у нас сейчас в комнате 26 градусов, то для полива нам надо использовать воду температурой 28-29 градусов. Это будет самым оптимальным вариантом. Сейчас, что мы делаем сейчас? Сейчас мы возьмем вот такую баклажку. Это моя баклажка для поливов вот с таким носиком. То есть удобно поливать и все остальное. Снимаем носик и выливаем сюда нашу воду температуры 33-34 градуса. Нам надо, напомню, сделать ее – 28-29 градусов. То есть на 2-3 градуса выше, чем комнатная температура. Итак, мы перелили сюда нашу воду температуры 33 градуса в эту баклажку. А в мерный стаканчик налили литр обычной дождевой воды, которая хранится при комнатной температуре 26 градусов. Все эти воды мы смешали, перемешали хорошо и обратно налили в эту для измерения. То есть мы можем сейчас измерить ее температуру. Но я уже померил, в принципе, так покажу для образно. Вот. Температура этой воды получилась 28 градусов. Сейчас она поднимется, но в принципе не будем ждать. Но поверьте на слово, говорю, да, температура воды это 28 градусов. То есть эта температура самая оптимальная для полива. Но мы, получается, убили еще 2 зайцев. То есть мы, когда добавили сюда 200 мл кипяченой воды из-под крана, мы добавили сюда кальций. То есть необходимости теперь добавления в цветки кальциевой селитры, наверное, не потребуется пока в ближайшее время. То есть мы кальций уже внесли сюда. А так как вода водопроводная имеет свою жесткость, напомню, во всех регионах она разная, это надо учитывать. Вот. Полив я покажу, сам полив, процесс полива я покажу на примере вот этих 2 растений. Sierra White, молодое растение совершенно, но хорошо развивается, в принципе. Дает много цветочков. Очень красивое растение. Ну и Мисти, который вы все знаете. Он уже участвовал в одном видеоролике. Это тоже растения мы польем. Хотя они поливали совсем недавно. Не помню уже точно, дня 2 или 3. Но сегодня просто для примера мы покажем. Итак, у нас имеется дождевая вода. Температуры 28 градусов. И 20% воды из-под крана. То есть горячая вода мы добавляли для поднятия температуры. Начнем полив с антуриума Sierra White. Эти антуриумы поливались, я говорю, совсем недавно. В принципе, еще можно было подождать день или 2. Вот. Напомню, что поливать надо тогда, когда просыхает верхний слой грунта. Грунт мы используем 2-й состав. Участники нашей группы в Telegram знают об этом грунте, как его приготовить, из чего, из каких компонентов. Поэтому на этом заострять мы внимание не будем. Есть видео и все остальное. Начнем сам процесс полива. Вот, поливаем, как я говорил, что у нас на бутылке есть носик. Аккуратненько проливаем всю поверхность. Вот. Не бойтесь, что вы перельете воды или зальете растения. 2-й состав, в принципе, растения, которые растут во 2-м составе, их просто невозможно залить. Вот. Процесс полива мы произвели. Сейчас немножко вода отстоится. И мы посмотрим. То есть лишнюю воду мы обязательно сольем со 2-го поддона. То есть сейчас можно поднять этот горшок.
и посмотреть. Да, вода есть, эту воду необходимо слить. Что мы сейчас и сделаем. Так. Также недавно поливался, земля влажная. Ну и так, для примера я чуть-чуть покажу. В принципе, сильно лить его не буду. Вот, тоже он сидит во второй составе под микоризой. Берем нашу баклажку с носиком, поливаем. Все равномерно. У этого растения есть своя особенность. Он имеет очень большую листовую массу и цветой. Поэтому как бы воду из поддона я у него не сливаю. То есть пройдет час-два, он выпьет всю эту водичку. И то есть я как бы, получается, не сливая воду, я удлиняю сроки полива, потому что пьет он очень хорошо. В течение 2-3 дней все, вода полностью, грунт полностью сухой. Ну вот, в принципе, и все, что мы хотели рассказать о поливе. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго.